Всем привет, друзья! Сегодня испечем вкусную, нежную, ароматную и очень полезную запеканку или кекс из творога с тыквой. Готовится она легко и быстро, справится даже новичок, из доступных недорогих продуктов. А результат вас обязательно порадует. Вот такой яркий и нежный десерт получается. Нам понадобится тыква. Мы ее чистим от косточек и мякоти. Вычищаем хорошо. Тыкву почистили и нарезаем на дольки для того, чтобы запекать их в духовке, в фольге. Можно их также стушить с минимальным количеством воды, чтобы она не была водянистая в итоге. Заворачиваем каждую дольку в фольгу. Запекаем в духовке. Температура 170 градусов. Итак, чтобы приготовить такой вкусный и полезный десерт, нам понадобится 350 грамм тыквенного пюре. Запеченную тыкву нужно почистить. Кстати, тыква у меня запекалась 35 минут. А также измельчить ее вилочкой в пюре. Если вы тыкву не запекали, а просто тушили, то старайтесь, чтобы оно было не водянистое. Так, когда выбираете творог, творог не должен быть пересушенным. Добавляем сюда в творог 90 грамм сахара. Также выливаем сюда 50 мл молока. Всыпаем 2,5, можно 3 столовые ложки манной крупы. Добавляем щепотку соли, 1 грамм ванилина, перемешиваем. Добавляем сюда еще 40 грамм размягченного сливочного масла. И так растираем все ингредиенты. И сюда же отправляем наше тыквенное пюре. Я добавляю чайную ложку, или 2 по вкусу, по вашему, сухой мандариновой цедры, можно цедру лимона добавить. Также добавляем сюда 2 яйца. И все смешиваем. Видите, какого красивого цвета получается. И ароматная. Так, смешали и оставляем минут на 20, чтобы набухла манка. А пока займемся изюмом. Его нужно отдать кипятком. Буквально на 1 минутку. Потом воду сливаем. И обсушить на бумажном полотенце, чтобы впиталась лишняя вода. Наше тесто постояло, манка набухла. Теперь можно взять погружной блендер и перебить это тесто. Если погружного блендера у вас нету, можно в обычном блендере это сделать.
Даже если обычного блендера нету, то ничего, пойдет и так. Теперь вмешаем сюда изюм. Тесто получается такое нежное, пастообразное. Включаем духовку на 180 градусов, чтобы разогревалась. А в это время смазываем форму сливочным маслом, присыпаем слегка манкой. Высыпаем наше тесто в смазанную форму. Распределяем равномерно. Выпекаем при режиме вверх-вниз. Запеканка уже готова. Сперва она запекалась при температуре 170 градусов 25 минут. Потом температуру я повысила до 180 и запекала еще 25 минут. Готовность проверяем шпажкой. Видите, она уже сухая, хорошо выходит. Запеканка должна полностью остыть, только потом достаем из формы. Запеканка полностью остыла, я ее уже достала из формы. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Такая яркая, сочная на вид и очень аппетитная. Я еще немного украсила ее сахарной пудрой. Можно также подавать со сгущенкой или с вареньем на ваш вкус. Сейчас будем пробовать. Отрезаем. Очень нежно режется, как масло. Смотрите, какая в середине мягенькая. Вкус просто обалденный. Она такая нежная, мягкая. Посмотрите. Такая, как суфле, даже напоминает. В общем, готовьте вместе со мной. Обязательно испеките такую вкуснятину для своих близких, для деток. Думаю, очень понравится всем. Большое спасибо за просмотр. Приятного вам чаепития. До новых встреч!